Это уже 10-я попытка признаться ему в своих чувствах. Я ведь все равно никогда не отправлю это письмо. Разве что мир перевернется, и только тогда он узнает, что я к нему чувствую. Одна кнопка «Отправить». Но сколько же смелости и решительности нужно на то, чтобы сделать это? Стой! Нет, нет же! Что же ты наделал, хвостатый? Как отменить? Отправлено. Привет, парень с соседнего дома. Ты, наверное, не помнишь меня и не знаешь, кто я. Но ради восполнения этого пробела прикладываю свое фото. Это одно из лучших из тех, что у меня было. Обойдемся пока без имен. Можешь честь меня сумасшедшей, сталкершей или кем угодно. Это уже не изменит реальности прошлого. А реальность состоит в том, что я безумно в тебя влюблена. С самого детства, когда мы всем двором были настолько юны и беззаботны, что почти ни о чем, кроме себя, не могли думать. Уже тогда мой детский ум занимали горящие неподдельной веселостью глаза одного мальчугана. Давно не видела тебя вблизи, поэтому даже не помню их цвета. А из детства такие детали не запоминаются. Но я уверена, они самого прекрасного цвета. Уже тогда я всегда находила тебя в толпе глазами и старалась стать поближе. Попытаться самой развить дружбу у меня даже мысли не было. Ведь всех нас с детства убеждают, что девочки не выбирают. Девочки только ждут. Это чушь, не могу сказать мягче. Мешает обеим сторонам, оставляет людей одинокими и несчастными. Знаешь, по сей день моя надежда на что-то большее цветет до сих пор исключительно по той причине, что ты, как я понимаю, так и не нашел девушку. Может, сознательно отказался от отношений. Этого я знать на расстоянии не могу. В твоих социальных сетях почти нет фотографий, а информации вообще никакой. Только редкие комментарии от твоих знакомых. И знаешь, я почему-то даже не ревную, когда вижу в твоих друзьях красивых девушек. Может быть, просто осознаю, что никогда не решусь оказаться в их числе. Это еще под вопросом, покажусь ли я тебе красивой. Интересно хотя бы то, помнишь ли ты меня с детства? А потом мы ходили в разные школы и совсем потеряли контакт. Но я не забывала о тебе никогда. Видела, как ты меняешься с годами. Как хорошеешь и хорошеешь. Быть настолько привлекательным — просто преступление. А когда вижу, как ты помогаешь маме или подругам с чем-нибудь, вроде галантного открывания двери или вежливой помощи при транспортировке тяжелых пакетов, совсем теряю голову. Сложно представить, что у тебя до сих пор нет девушки. Может быть, просто я о ней не знаю. А сколько у тебя интересов, судя по страничкам в социальных сетях. Поражаюсь, откуда хватает времени. Я мало в чем из этого разбираюсь. Но если бы ты лично помог мне разобраться в этих областях, рассказывая все, что только требует душа,
я стала бы счастлива вместе с тобой. Прости, что пишу слишком дерзко и смело, но душа требует сказать хоть что-нибудь. Насколько бы ни было страшно и насколько бы не хотелось отсидеться в зоне комфорта. Хоть мы и не общались много лет, но я знаю, что ты — лучшая мотивация, чтобы эту зону комфорта покинуть. Даже неудачная попытка оправдала бы себя небольшим шансом на успех. Более того, такого человека терять жалко даже в том случае, если есть возможность лишь остаться друзьями. Думаю, меня осчастливило бы даже это. Может быть, конечно, все, что я о тебе думаю, это лишь образ, что я построила о тебе, не зная реальности. Но я ведь не идеализирую тебя. Стараюсь сделать выводы только о том, что я вижу собственными глазами по тем крупицам, что удается узнать. У нас есть несколько общих знакомых, и все отзываются о тебе хорошо. Что ты умный, добрый, веселый и приятный. Что всегда придешь на помощь и выслушаешь. Ни разу не слышала ничего плохого. Такое ощущение, что ты нравишься всем. И я их понимаю. Жаль, мне никогда не хватало смелости комментировать твои посты в интернете. Хотя мне было что сказать. И, кстати, спасибо, что у тебя открыта музыка ВКонтакте. Так я могу с легкостью узнать, что тебе нравится. И невероятно то, что мне нравится то же самое. Прекрасная музыка. Я могу под нее даже спать. Настолько хорошо и легко ложиться на душу. А могу и просто включить на улице, отключившись от надоевшей реальности, и ощутить себя вне ее. Забыть о проблемах и немного представить, будто ты рядом. Это поднимает мне настроение. Надеюсь, что тебя не сильно напугает это письмо, если я вдруг решусь его отправить. Нет такого, что я как сумасшедшая не упускаю тебя из мыслей ни на минуту. Просто ты — тот лучик света, который меня радует даже издалека. Нам ведь не нужно прикасаться к солнышку, чтобы ощутить его тепло. Надо лишь не стоять в тени и показаться. Оно непременно коснется тебя яркими лучами. Надеюсь, что с тобой будет так же. Интересно, есть ли у тебя такой же человек или был когда-то? Одни мысли о котором вызывают улыбку. Не то чтобы мне это знание принесло какую-то пользу, но я искренне тебе желаю ощутить нечто подобное. Скоро конец года. Надеюсь, что в следующем я наконец-то смогу что-то сделать и изменить ход нашей взаимной истории. Даже если всему придет конец, игра стоит свеч. И
Меня в этом никто не переубедил бы. Если бы кто-то знал о том, что я чувствую. Жду ответа. Таинственный парень с соседнего дома. Черт. Ну как же можно было это отправить? Ну кого не приведет в ужас такое сопливое послание? Что? Он ответил? И добавился в друзья ВКонтакте.